Бананчики надо не забыть. А я это кофе возьму. Документики приготовил. Так, пылесос запустил. Друзья, утро доброе. Время. Очень сильно не выспалась. Хочет возмущаться и хочет дальше спать, потому что мое время сна обычно начинается с 6. Дальше это нормальное время, когда я засыпаю и Просыпаюсь. расслабляюсь. А сегодня в 6 с копейками нам пришлось встать по той причине, что мы едем в больницу. В больнице мы сегодня будем говорить о нашем решении, поэтому мы так рано встали. Будем ли мы делать кесарево или повернем ребенка, или это будет естественные роды. У нас сегодня назначена встреча с докторами, чтобы мы просто пообсудили все это, чтобы мы сказали всю информацию, которую мы получили, они скажут там свои аргументы, и после всего этого будет принято решение. Мы уже приняли решение таковое-то, но хотим услышать, что они скажут. Может быть, их аргументы, доводы будут тоже какие-то весомые, и после этого как-то наше решение поменяется, да? Да, я просто еще и уверена, что они будут настаивать на своем. Я думаю, что им наше решение не особо понравится, а они просто будут говорить, как они хотят. А может, я ошибаюсь, не знаю. В общем, волнительная такая ночка у меня была, и даже малышня чувствует, что что-то не то, потому что так она билась в животике всю ночь просто. Может быть, даже и перевернулась. Вместе с малышкой и с Танюшкой я тоже волновался. Я тоже плохо спал. Ранние подъемы для меня не страшны уже, но засыпал я очень тяжело, потому что, как вы уже поняли, мы все волнуемся, переживаем. Поехали, да, дорогая? Да, Саюш. Давайте в добрый путь. Ребята, если так сказать по правде, то я в душе, наверное, никакое решение так и не приняла. Я и ни переворота не хочу, и ни кесарева не хочу. И как хотела, обычные, нормальные, естественные роды. Будет хорошо, любимушка, не волнуйся. Я с тобой, и ты со мной, и наша малышка. Мы справимся, несмотря какое решение бы не приняли. Да, я уверена, что все будет хорошо. Настрой вроде бы хороший. Не знаю, страхи, конечно, мной преодолевают. Еще сонно, еще не понимаем, что происходит и куда едем, плюс ко всему. Да, еще не понимаем, что там будет сейчас. Чем ближе к больнице, тем больше просыпаемся и больше осознаем, куда мы едем и что сейчас будет происходить. Какой разговор нам предстоит иметь, проводить. Переживаю я, конечно, вот так вот, какой-то такой колотун на душе. Он не отпускает пока что. И я уже даже вчера словила себя на мысли, что я хочу просто побыстрее родить. Не знаю, уже просто наслаждаться ребеночком, быть какой-то счастливой. Я уже хочу выйти из этого состояния вечного думания. Да тут знаешь, в чем дело? Тут даже не думание. Тут нам больше мешает то, что мы переживаем. Мы не знаем, что будет через 5 минут, так скажем. Потому что малыш может перевернуться, и роды могут сразу там начаться, да? Там схватки, не схватки. Да. Причем схватки у меня уже происходят ночами. Я их прекрасно чувствую, у меня уже все болит. Я так думаю, что родить я вообще могу в каждую секунду, каждый день. Я сейчас очень сильно переживаю, волнуюсь, не знаю, что там доктора скажут и чем это все закончится. Не переживай, любимая, я с тобой, и мы совсем справимся, что бы это ни было. Слышишь? Слышу. Ты моя любимушка, а я у тебя любимчик. Да. И все у нас будет хорошо. Да. И доктора наши друзья. Да. Еще сделай такой тон. Ребятки, я вышла вперед.
А Копчик там поехал парковаться, меня высадил возле двери, потому что на улице такая сырость, чтобы я нигде не ходила и не бродила. Я иду посидеть в уголочке, как говорится, подождать, настроиться. Может быть, это что-то даст. А Копчик тоже в таком состоянии, психованный, нервный. Что-то он не собрался с утра. Обычно он меня как-то поддерживает и успокаивает, а тут ему все не нравится. Что у меня сердце вылетает, друзья. Пришел Акоп, документы взял, все взял. Да, все есть, все при себе. Спокойствие есть? Да. Что? Спокойствие. Ну, я волнуюсь, переживаю. Ему сейчас еще вот этими же надо как-то терминами говорить, чтобы они нас нормально, правильно поняли, что мы хотим сказать, понимаете? В медицине это вообще нелегко объяснить на чужом языке. А ты-то как? Нормально. Не переживай, любимая, у нас все будет хорошо. И мы примем самое правильное решение. Да. Да, моя любимушка. Да. Нажимай на Е2. Тебе надо обнять. Молодец, нажала. Да, тебе надо обнимашки вот так сделать. Всегда надо обнимашки, они меня успокаивают. Да. А ты с утра не даешь мне обнимашки, даешь какие-то фырканья только. А что я фыркаю? Потому что тебе не нравится все, что я говорю, все, что я делаю, и все, как я собираюсь, и все. Это она просто так переживает, а так ей все обычно нравится. Вот как хорошо, улыбочка появилась. Ура. Все. Ладно, заходим. Там, если получится, поснимали что-то. Если нет, то извините. Так, мы что-то зашли не в ту дверь сначала, а сейчас зашли в правильную дверь. И сейчас и нам сказали посидеть, подождать. Танюшка пошла в дамскую комнату. Я переживаю, но я уверен, что мы примем правильное решение. Ромалишка, я вспомнил, это то место, где вот там малявки кричали. Там справа вот эти такие вау, вау, вау. Они сейчас спят, наверное, поэтому не кричат. Ну, надеюсь, скоро мы услышим эти звучки. Или это не тот кабинет? Не тот. Я, короче, все путаю пока что. Сейчас мы лежим в кабинете, проверяют сердцебиение нашего малыша. Поговорили с медсестрой. Следующий у нас будет разговор с врачом, с анестезиологом. Не могу это слово выговорить. И врач там уже расскажет, объяснит более детально, что будет происходить. Мы зададим несколько вопросов по поводу переворота ребенка, какие последствия могут быть, там плохие последствия. И уже поймем, будем ли мы делать это или нет. Ты хорошо? Лайк? Мне положили на бок. Мы видим. Here's the head. Here? Yeah. Still feels like a head. Okay, that's it. Thank you so much. В общем, сейчас у нас мне привели русскоязычную врач или медсестру. Я так хорошо с ней поболтала, я даже всплакнула, я смогла все свои эмоции, все, что я хочу, я смогла сказать им. За эти 9 месяцев спросить, у кого ты спросила. Да, спросить все, что я хочу, все вопросы позадавать. Вы знаете, у меня такой какой-то аж камень с души. Я просто ей все рассказала, вот как у меня есть на сердце, так я ей все и объяснила, почему я хочу, что я хочу, почему я не хочу.
И это как-то так приятно, и вообще она ушла. Я думаю, боже, какое облегчение. Ну, что просто ты хоть можешь своим языком поговорить, а то и все врачи разговаривают с окопом, я вот так смотрю на него в глаза, они смотрят мне в глаза, я ничего не понимаю просто. Пустота. Пустота, а внутри пустота. Ну, А, я рад видеть уже твою улыбку, это уже радостные моменты. Мне вообще тут все нравится, ты знаешь, их Ты- отношения, да, даже то, что они меня на бочок положили, и меня вот этих 20 минут на карате не тошнило и не было мне плохо. Вот сейчас, как я лежала. Я понимаю, что ты говоришь. И, в общем, я себя чувствовала каким-то нормальным человеком. Ну, Сейчас хорошо. придет медсестричка, звонит телефон. Конец связи. Сделали Танюшке еще одно УЗИ очередное. И Сказали, все хорошо с ребенком. да, сказали, с ребеночком все хорошо, но Танюшке было больно. Опять так давили на живот просто. Я не могу. Я вот так аж там выворачиваюсь на этой кушетке. Она говорит, Алис гуд, Алис гуд. Я думаю, какой гуд, больно. Тетя, отпусти меня. Ну ты понимаешь, они не могут просто вот так поверхностно, как будто Погладить, да. глажут я и всё. все. Им нужно чуть-чуть придавливать, чтобы дойти до нужного слоя. Не смейся мне тут. Не, да я все понимаю, как сделать. По поводу как нашего сделать. решения, еще сейчас мы должны поговорить с доктором, еще с анестезиологом. Ну, короче, там 2, то ли 3 доктора еще должны пообщаться с нами, и после этого мы поймем, что мы будем делать. Напишите в комментариях ваши варианты, как вы думаете, как вам правильно сделать, какое решение было бы принято правильное. Подождать самостоятельно, чтобы ребенок перевернулась, или Если он перевернется. если перевернется, или сразу там сказать кесарево, или вот согласиться на эту манипуляцию, чтобы ребенка повернули там вручную. Да, нам сказали, что это не болезненная процедура, что мама никакой боли не будет чувствовать дискомфорт. Но в любом случае риск есть. Они там сами сказали, риск присутствует, даже если кровь берут из руки. Но риск, что 50 на 50, что там процентное соотношение больше. В общем и целом, мы ждем от вас в комментариях ваши версии, что вы думаете об этом, ваши предложения. А вот по поводу этого переворота нам дали вот такую стопку документов, с которыми дома мы знакомились. Там, понятное дело, все бумаги мы должны были подписать, все. Но там типа и риск переливания крови, и риск, что может сердечко остановиться. Нет, сердечко не остановится, ты неправильно что это? говоришь. Может быть... Вот возьму сейчас. Сердечко может просто начать очень быстро биться. Кровотечения могут быть, может просто схватки у тебя начаться. То есть вред жизни, по сути, никакого не должно быть. Но последствия во время этой процедуры могут быть серьезные. Ладно, двигаемся к следующему доктору. Давай. Посещение ко всем врачам закончилось. Поговорили со всеми, там с анестезиологом, еще там с каким-то врачом. В общем и целом, все хорошо, все нормально. Сейчас выйдем в спокойную обстановку, найдем, продолжим разговор с вами. Все хорошо. Да. В прошлый раз мы вам говорили, что нету вообще в этом отделении мужчин. Сегодня был мальчик. Ну, это практикант был, опять же, он не врач. Да. Ну, Без бирки, без чего-либо он ходил, там смотрел за всеми. Короче, удивительно, что все-таки мужчины есть. он одинешенько все-таки там был. Нас спросили, можно ли потрогать живот. Он потрогает живот, потому что у него там практика проходит. Мы сказали, да, конечно, там можно. Он там потрогал, Танюшка же говорит, какие у него нежные ручки. Я говорю, это единственный, Нежно-рук. да, единственный человек, который так нежно потрогал, что мне действительно не было ни на капельку больно. А все остальные, когда меня трогали, мне нехорошо. Решение мы приняли. Мы уже знаем, что мы будем делать. Доктора поддержали наше решение. Сказали, что в любом случае, какое бы решение мы бы не приняли, это самое правильное, потому что мы так хотим.
А тогда, когда ты чего-то хочешь, это всегда правильное решение. И мне этот подход очень нравится, что они не навязывают какую-то версию, что они не говорят, ты знаешь, там есть такой вариант, и этот вариант самый лучший. Они говорят, что есть такой вариант, есть такой вариант, есть такой вариант. В данном случае у нас там 3 варианта. Те, кто только что подключились, скажу, есть вариант самостоятельно родить, есть вариант родить кесарево, сделать, есть вариант сделать переворот ребенка и опять самой родить. Ну, 3 варианта, это А так считаем. первый вариант, вот этот, который самостоятельно родить, то это родить попой вниз. Это называется родить в тазовом предлежании. Подожди, попой вниз, это как для меня непонятно. Попой вниз, я так понимаю, но я так не понимаю. Я хочу для тех, кто понимает, как я. Короче, попой вниз, Танюшка, то, что сказала, это явление, как понять? Ребенок всегда рождается головой вниз. А сейчас у нас ребенок попой вниз. То есть попой вниз выходит на свет, появляется. Это считается намного тяжелее, Больнее. И очень опаснее роды. Опаснее. Если бы мы выбрали даже вот такой опасный вариант, доктора бы поддержали, сказали, короче, вы молодцы, что сделали выбор, потому что то, что идет отсюда, это очень важную роль играет. Это одно из самых основных ролей играет. Мне этот подход нравится именно тут, в медицине. Они, опять же, сейчас назначили нам следующую встречу на 25 число, чтобы еще разочек обговорить наше решение. То есть они дали нам информацию, мы почитали. Мы сегодня пришли, поговорили со всеми врачами, сказали о нашем решении, и они еще нам дали время, чтобы мы еще разочек подумали о нашем решении и поговорили окончательно уже 25 числа. Просто чудо! Ну реально чудо. Представьте, сколько они готовы потратить времени на То, наши, чтобы ты принял решение, понимаешь? да, на наши желания, на наши подходы, чтобы мы все действительно правильно обдумали, чтобы мы все сопоставили, взвесили. Это просто как-то невероятно. Если честно, я уже за этот период очень с многими девочками пообщалась. Мне такие случаи рассказывали, что просто нехорошие, можно так сказать, когда девочка там была записана, например, на кесарево, у нее начинаются роды, самостоятельные роды, там тоже в каком-то нехорошем состоянии. Допустим, там какой-то копчик разбитый, там или еще разные причины девочки говорили, что надо только кисерить, но роды начинаются самостоятельно, и человек начинает просить, что делайте мне раньше кесарево, они говорят, нет, у вас там запланировано на тогда-то, тогда-то, и все. Я считаю, бред вообще. Бред бродячий. Представь, это, девочки рассказывают, это до таких истерик их доводили просто. Ну, прикинь, это... ты идешь в больницу со сломанной ногой, они скажут, нет, у нас там, типа, не вариант, завтра приходи. Да. Ладно. Нету ног запасных, типа, да. Нету доктора, который занимается ногами. В общем, разные бывают истории. И это причем все не здесь, слава богу. Здесь мы пока что вышли очень довольны сегодняшним приемом. Визитом. Поездка наша сегодняшняя закончилась информативно и очень, можно сказать, на позитивной ноте. В общем и целом, давай сразу скажем, что мы приняли какое решение, но после нашего решения, какое еще было принято решение у докторов, у врачей. Мы приняли решение, что мы не будем делать переворот ребенка. То есть, изучав всю информацию, которую мы получили, мы подумали, что лучше этого не делать, потому что во время переворота, опять же, может быть схватки начнутся, может быть кровотечение, может быть ускорение сердцебиения и тому подобное, там всякие явления, за которыми последует немедленная операция. И еще то, о чем тут не говорят, я такую информацию вычитала, и мне про нее говорили, я вынуждена это сказать,
что все-таки бывают какие-то после после этих переворотов у деток отклонения. Бывает какое-то черепное давление, потом детей лечат. Бывают еще какие-то сдвиги в головке. То есть все-таки вот это давление на головку, оно просто так может не пройти. Может быть, это один случай из миллиона. Но так как я уже об этом знаю, и мы как родители, ну, я не знаю, мы просто не можем на это согласиться. Исходя из разных причин, исходя из разных информаций, которые мы получали от разных источников, мы приняли решение, что не будем делать этот переворот. Но после этого, даже когда мы сказали, что мы не будем делать переворот, что мы отказываемся от этой процедуры, доктор, с кем мы разговаривали, это не то, что они настаивают, они опять же нам дали время обдумать все, что мы сказали, точно ли мы решили, и мы окончательно об этом поговорим 25 числа. То есть вы понимаете, да, как они относятся к своей работе. Поэтому, по сути, тут не так уж и быстро все происходит, потому что люди гораздо, в данном случае, очень серьезно относятся к нашему вопросу, к нашей ситуации. Да, к нашей ситуации. Ситуация, слово забыл. Мгм. Поэтому вот так происходит. Они, вот нас, я думаю, если бы не в нашей стране, я не хочу ничего плохого говорить о других странах, но если бы мы были в другой стране, мы бы пошли к врачу, врач бы сказал: смотрите, есть такой вариант, типа поворот делать ребенка. Я видел просто в интернете, как этот поворот делают. Там, ну я не знаю, это врач, не врач, человек стоит в свитере коричневом и вот так руками переворачивает. Слава богу, там никаких болевых ощущений у девочки не было, кто должна была родить. А маленькая, я не знаю, в каком состоянии родилась, но по факту, типа, это происходит в наших странах так. Ну, можем сделать переворот. Там девушка говорит: ну да, давайте. И он говорит: хорошо, ложись, начинаем. Чик, повернули, нет, ну вот так, это так происходит. А тут для того, чтобы повернуть, осуществить это действие, они нас пригласили туда, мы об этом поговорили, они нам дали большую стопку бумаг, информации. Мы это пришли, изучили там, сколько, дней 10. Да. Реально, дней 10. Но мы не сидели дома, только это читали. Мы просто в спокойном темпе там сегодня почитали эту информацию, завтра ту, В послезавтра общем, дали ту. подумать нормально. Да, мы потом пошли, поговорили. Мы все-таки не хотим делать этот переворот. Они сказали: окей, хорошо, тогда у вас теперь еще опять же время, чтобы вы окончательно решили и сказали нам, что вы не хотите делать этот переворот. И, наверное, 25 числа они все-таки примут решение вместе с нами, что будет кесарево или нет. Потому что, может быть, до 25-го ребенок перевернется самостоятельно. Мы не то, что свято верим, что ребенок сам перевернется. Поймите правильно. Мы хотим, чтобы роды были максимально безопасны для ребенка и для Танюшки. Будь здоров. Будь здоров. Хочешь, Извините. да? Хочешь, чтобы было безопасно. Да, поэтому вот мы тянем тоже с этим решением, обдумываем, изучаем всякую информацию, чтобы все было чики-пуки. А еще я хочу сказать, я проводила разные опросы, спрашивала советы у себя в соцсетях, там разных тиктоках, везде, в инстаграмах. Тиктокер. Я жена. тиктокер еще тот. И если честно, оттуда масса девочек написали свои мнения. Во-первых, в наших странах эта процедура практически так официально не проводится. Вот значит, этот переворот. Неофициально, поэтому вот это так Это было. неофициально, конечно. Я не знаю вообще, как они вот это снимали, то, что он в свитере, этот врач или кто. У нас официально эта процедура, это насколько мне говорили люди. Сразу же хочу подметить, чтобы не было никаких претензий. У нас эта процедура не проводится официально, и у нас это еще и не предпосылка на кесарево. То есть у нас все-таки девчонки с таким диагнозом, вот когда тазовое предлежание, то есть ребеночек сидит попой вниз, у нас девочки
так и рожают. Так И у меня там какая-то... Мама рассказывала, что кто-то так родила, и все окей, типа, было. это, ну, рожают, куда деваются, зай, с роддома никто с животом не выходит, все равно рожают. Или, да, или Я-то в думал... итоге там, ну, в общем, их много таких ситуаций, что мне писали, это просто живые истории живых людей, что просто девочки мучились, и И отмучились. посреди родов там уже их экстренно кесарят, то есть это надо пережить все эти схватки, это надо попробовать этого ребеночка там душить, мучать, в Давай без общем, подробностей. пробовать. Все, Да. остановись, не нервничай. И в Слава итоге... Богу, что у нас, поздравляю, брат, Поздравляю, мы брат. не в такой стране. Да, в нашей стране любим, обожаем, уважаем, но есть альтернативные страны, где подход к данной ситуации гораздо лучше и гораздо гуманнее. Как оказалось, сегодня я когда ехала в больницу, я тоже думала, что будут настаивать нам типа либо переворот, либо рожаете так, что про никакое кесарево речи быть не может. А как оказалось в разговоре, с нами вообще в других тонах разговаривали. К нам пришла вот эта русскоязычная врач. Сегодня вообще, как вы понимаете, другая смена. Нет такого, что ты там у одного и того же врача ведешься и все. Сегодня медсестричка была англоязычная, русскоязычная врач пришла, и все, и мы как-то так по душам. Она нормально расспросила, почему вы не хотите, какие причины, что вы. Надо, чтобы, если делать переворот, нужно, чтобы вы обязательно хотели, чтобы вы были настроены. А я говорю, нет, я вообще не настроена, я так боюсь, мы так этого ребенка ждали и ждем, что я вообще никакого риска не могу себе позволить. И у меня аж слезы потекли, и видно, что оно так Я все... помню, извини, я помню, как девочка-врач, доктор, она спросила, вы отказываетесь от процедуры? Мы говорим, да. Она говорит, мне нужно понять, почему вы отказываетесь. Но если бы вы сказали, например, если вы говорите, что мы хотим, я также должна понять, почему вы хотите этого. В любом случае, ответ да или нет, ты должен аргументировать, почему у тебя такое желание. Нету такого типа, ну я хочу, потому что я так хочу, и все. Я не хочу или потому что я так не хочу. Нет, у тебя аргументы конкретные. Мы ей сказали, мы не хотим поворот, потому что, опять же, вернемся к той же самой истории, куча информации мы получили, мы не хотим, чтобы какой-то процент вероятности был у нас, что что-то такое случится. Поэтому мы это все исключаем. Она говорит, хорошо, я принимаю ваше решение, все, до свидания, идите. Да, то есть не было никакой давки там, что нет, это лучше, это там хуже. Все, как родители решают, и так и достойно их мнение принимается. Я вообще такого не ожидала. Я ехала, у меня вот так вот все тряслось, вылетало, я думала, что сейчас... И я еще дома сказала Акопу, я сказала, что если будут все-таки настаивать, и я там расплачусь, и не смогу с ними справляться, пожалуйста, ты говори, ну там до последнего, что нет, и все, мы не хотим. А он рассмеялся, говорит, ну конечно я буду говорить, и, типа я, ну тебя не брошу, я буду до последнего там. У меня есть такая черта, я даю всегда ей вариант, возможность выбрать. Когда я понимаю, что я могу сказать, например, я этого не хочу, но у меня есть уже вторая половина, которая имеет тоже свое мнение. И когда я у нее спрашиваю, она теряется, она думает, что я кидаю ответственность на нее. В данном случае мы там обговаривали и думали, что скажем, что нет, мы отказываемся от этого. Но вот у нее всегда сомнение. Когда я поворачиваюсь и у нее спрашиваю, как ты хочешь, да или нет, она в этот момент теряет, типа, а я, может, хочу... Она думает, что я хочу, чтобы она сказала да. Да, потому что у нас всегда решение принимаем, мы вместе обговорим, все решим, но последнее слово всегда за Акопом. Yes! И когда он вот что-то где-то при ком-то, вот А меня разнай еще... место все, мальчик. Я уже все сказал. Не надо Если он при Все ком-то... я сказал.
Иди кофе сделай еще. Не могу. Пошла кофе делать. Дай договорить. Кофе много не бывает. Для армянина. Попрощайся со всеми, хватит говорить. Я сказал, ты много говоришь. Ой, друзья, ладно, действительно, уже затянули с этими беседами. Не действует. Я То не ж шел. прощаюся. Порашайся тогда. Аж Дотя там запрыгала из-за тебя, рассмешил, насмешил. Давай. Говори. Ждем в комментариях от вас поддержки. Что вы скажете о нашем решении? Обсудим это все внизу. Так что обязательно напиши свое мнение, свои предложения, свои идеи. Вы были Агоп, Танюшка на канале Сириканян Family. Колокольчик не забудь. Тилинг.